Она вышла замуж и исчезла. Но то, что обнаружили ее родители, оказалось еще более ужасающим. Все начиналось как мечта. Медовый месяц на побережье Сан-Вито. Белые пески, шум волн за окном, запах соли, свежести и легкого бриза. Даниэль и Марианна только что поженились и казались самыми счастливыми людьми на земле. Их номер в отеле «Ла Перта» дышал спокойствием. Воздух был напоен нежной влажностью, а легкий ветерок колыхал белоснежные занавески, впуская внутрь утренний свет. Даниэль проснулся первым. Его рука скользнула по холодной простыне, где еще недавно лежала Марианна. Открыв глаза, он увидел пустоту рядом. Ванная дверь приоткрыта. Тишина звенела в ушах, как предвестие беды. Он позвал ее, но в ответ только гулкое эхо. Пытаясь унять нарастающее беспокойство, Даниэль встал. Свет от окна скользил по белой плитке ванной, отражая нечто темное на столешнице. Кровь. Пятна на раковине, следы на полу. Они выглядели как невольные всплески паники. Несчастный случай? Порез? Но чем больше он смотрел, тем сильнее понимал, что это не мелкая царапина. Здесь произошло нечто ужасное. Он метался по номеру, ища объяснения. Сумка Марианны стояла нетронутой. Телефон на прикроватной тумбочке. Одежда аккуратно сложена. Ни одного признака спешки или бегства. Даниэль заглянул под кровать, в шкаф, в ящики. Пусто. Его дыхание стало рваным и тяжелым. Он натянул обувь, почти запинаясь о собственные ноги, и бросился вниз к стойке регистрации. Хостес, мужчина с густыми седыми волосами, посмотрел на него с легким сочувствием. «Нет, сеньор Бласко, вашу супругу сегодня никто не видел». Сердце в груди Даниэля тяжело стучало. Он бежал к пляжу, чувствуя, как ноги вязнут в холодном, влажном песке. Ни следов, ни теней, только чайки кружили над безмятежной водой. Вернувшись в номер, он потребовал записи камер. Через несколько минут девушка с ресепшн дрожащим голосом сообщила: «Мы проверили камеры. Марианна заходила с вами ночью, но записи ее выхода нет». Он едва не уронил трубку. Пятна крови, пустой номер. И никакого следа, какое-то бесследное исчезновение. Страх стал почти осязаемым. Через час полиция уже обыскивала номер. Инспектор Алехандро Ривера, сухой невысокий мужчина с проницательным взглядом, молча осматривал каждую деталь. «Это не выглядит как несчастный случай», — тихо произнес он, склонившись над раковиной. Даниэля отвезли в участок. Маленькая комната. Белые стены, холодный металлический стол, неприятный свет лампы. «Расскажите о той ночи», — сказал Ривера. Даниэль с трудом облизал пересохшие губы. «Мы ужинали на террасе. Вино, смех, планы на будущее. Потом легли спать. Я проснулся, и ее не было». «Вы ничего не слышали?» — спросил офицер. Но Даниэль молча покачал головой. После этого Ривера выложил фотографии. Пятна крови, брызги, потеки. «У нас есть еще кое-что», — сказал он, вытаскивая папку с документами и скриншотами переписки Марианны с ее подругой. В одном из сообщений Марианна писала: «Я боюсь. Я не уверена, что делаю правильно. Кажется, за мной следят. Я вижу одного и того же человека в разных местах». Ривера продолжил, листая бумаги. «Это не просто страх перед свадьбой сеньор Бласко. Мы подозреваем, что она действительно могла чувствовать угрозу». Мир вокруг Даниэля зашатался. Офицер продолжал. «И еще страховой полис. В нем недавно появились изменения. В случае ее смерти вся сумма достанется вам». «Я не вносил изменений». Даниэль едва сдерживал себя. Но сомнение уже поселилось в глазах Риверы. Пресса набросилась, словно стая голодных чаек. Заголовки кричали: «Исчезновение невесты! Полиция подозревает мужа!»
Сенсация в Сан-Вито. На экранах мелькали лица людей, которых он считал своими друзьями. Люсия Сантос сказала, она говорила, что боится его. Клара, бывшая подруга. Он был обаятельным, но всегда добивался своего. Полиция обыскала его дом в Толедо, изучала счета, переписки, звонки, даже старые письма. Даниэль понимал, они ищут доказательства, которых нет. Поэтому он обратился к старому другу, частному детективу Мигелю Сандовалю. «Найди ее», — сказал он. «Найди правду». Мигель не подвел. Через несколько дней он вернулся с новостями. «Я нашел тайный счет в Цюрихе и квартиру на окраине Сан-Лоренцо. Все оформлено за неделю до свадьбы». Даниэль сжал кулаки. Бегство было запланировано. Тем временем полиция нашла фрагмент ткани с кровью Марианны на заброшенной тропе за отелем. Ткань была аккуратно разорвана, словно кто-то специально оставил след. Рядом обнаружили отпечатки обуви, не принадлежащие Даниэлю, и обрывок черной перчатки. Следствие предположило, кто-то еще был там той ночью. Кто-то, кто не хотел, чтобы ее нашли. Камеры заднего выхода были отключены. Все время до свадьбы Марианна жила в страхе. Сначала это были анонимные письма, оставленные в почтовом ящике, короткие фразы, написанные неровным почерком. Потом последовали ночные звонки, молчание в трубке, за которым слышался тяжелый прерывистый вдох. Несколько раз она замечала одного и того же человека. В кафе у работы, за рулем темной машины с затонированными окнами. Иногда ей казалось, что за ней следят даже в собственном доме. Непонятные шорохи, едва слышные скрипы за дверью. Она жила, оглядываясь через плечо, боясь даже собственной тени. В кабинете в Толедо телефон Даниэля завибрировал. Он вздрогнул, оторвав взгляд от серого неба за окном. Экран мигал незнакомым номером, но он уже знал, кто это. Голос Риверы звучал напряженно. «Кредитка вашей жены активирована в Лиссабоне». Повисла небольшая пауза. «И еще кое-что», — продолжил он. Камеры возле банкомата зафиксировали женщину, похожую на Марианну. Но рядом с ней был мужчина в темной куртке и с капюшоном, натянутым на глаза. Его лицо скрыто, но видно, что он держал ее за руку крепко, почти вцепившись. На кадрах видно, как она на мгновение пытается вырваться, но мужчина наклоняется к ее уху и что-то шепчет. После этого Марианна послушно опускает голову и позволяет увести себя прочь. Мы запросили улучшенные снимки. Есть вероятность, что он связан с серией исчезновений на юге страны. Даниэль закрыл глаза. Игра только начиналась. И на кону была не только его жизнь, но и правда, которая могла уничтожить их обоих. Дорогие зрители, хотите ли вы продолжение этой истории? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.